Урок 1. Отличные предложения. Привет, Анна. Ты недавно ходила по магазинам. Да, я вчера ходил в торговый центр. Я нашел несколько отличных предложений. В самом деле, что вы купили? Я купила новую куртку, джинсы и аксессуары. Продажи были потрясающими. Это круто. Мне тоже нужно в ближайшее время сделать покупки. Есть ли хороший магазин, который вы бы порекомендовали? Есть магазин под названием «Фашиониста», в котором есть действительно модная одежда по разумным ценам. Вам стоит это проверить. Хорошо. Отлично. Скоро мне придется туда съездить. Когда вы пошли, в торговом центре было многолюдно. Было многолюдно, но не так уж плохо. Выходные обычно самые загруженные. Я стараюсь ходить по будням, если могу. Приятно знать. Я тоже предпочитаю ходить туда, где не так людно. Спасибо за советы по покупкам. Урок 2. Изучение окрестностей. Привет, Анна. Вы когда-нибудь путешествовали по нашим окрестностям? Поблизости есть несколько интересных мест. Привет, Джон, не совсем. В основном я сижу дома. Какие места вы рекомендуете? Что ж, всего в 3 кварталах от нашего места есть прекрасный парк. Он находится совсем рядом и является отличным местом для отдыха. Звучит неплохо. В парке есть что-то особенное. Да, это не только помогает окружающей среде, но и украшает наш город. Здесь есть множество растений и цветов, которые делают его по-настоящему очаровательным. Это замечательно. Нам обязательно стоит как-нибудь посетить парк. Важно ценить природу. Я полностью согласен. Мы также должны поощрять других заботиться об окружающей среде и наслаждаться красотой окружающей среды. Совершенно верно. Небольшие действия, такие как сбор мусора или посадка деревьев, могут иметь большое значение. Именно так. Важно, чтобы каждый вносит свой вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений. Урок 3. Летний отдых. Привет, Анна. У меня был такой расслабляющий день на пляже. Как насчет тебя? Привет, Джон. Я раньше хорошо поплавал, и мне было так освежающе. Отлично. Я просто легла на одеяло и понежилась на солнце. Это был идеальный способ расслабиться. Согласен. Пляж– лучшее место для отдыха и восстановления сил. Ты тоже ходил купаться? Нет, мне сегодня не хотелось заходить в воду. Я просто хотела отдохнуть и дать телу остыть. Понимаю, иногда приятно просто понежиться на солнце, не промокнув. Что вы сделали, чтобы освежиться? Что ж, через некоторое время я действительно вернулась к своему одеялу и легла на солнце. Находясь в воде, я ощущал удивительное тепло. Ах да, звучит просто небесно. Солнце может так успокаивать и омолаживать. Я рада, что вы провели такой чудесный и расслабляющий день. Я тоже, это было именно то, что мне было нужно. Пляж– идеальное место для того, чтобы просто расслабиться и забыть обо всем остальном.
Урок 4. Озеленение наших городов. Привет, Анна. Я думала о том, как сделать наш город более экологичным. Что скажешь? Это отличная идея, Джон. Я всегда ищу способы помочь окружающей среде. Что ж, я подумала, что мы могли бы начать с посадки большего количества деревьев по всему городу. Это не только поможет окружающей среде, но и украсит наши улицы. Мне нравится это предложение. Деревья не только поглощают углекислый газ, но и создают тень и делают местность намного более оживленной. Точно. Кроме того, мы могли бы побудить людей сажать сады даже в небольших помещениях, таких как балконы или патио. Да, это великолепно. Приусадебные участки помогают сократить количество отходов и обеспечить производство свежих местных продуктов. Кроме того, на них так приятно смотреть. Совершенно верно. Кроме того, мы могли бы рассмотреть возможность установки большего количества солнечных панелей и реализации программ утилизации отходов. Все это фантастические идеи. Если мы будем работать вместе как сообщество, держу пари, мы сможем превратить наш город в реальную модель устойчивого развития. Я согласен. Если мы привлечем людей к работе и предоставим необходимые ресурсы, думаю, мы сможем добиться больших перемен. Урок 5. Мечты о путешествиях. Знаете, в последнее время я очень мечтаю отправиться куда-нибудь в эпическое приключение. А, мне это понятно. Куда тебя завело воображение? Что ж, я представляю себя плывущим по извилистой реке в окружении пышной зелени и высоких гор. Звучит просто волшебно, Джон. Дрейфуя по реке, должно быть, царит умиротворение. Определенно. Мне бы очень хотелось путешествовать таким образом, любуясь всеми прекрасными пейзажами по дороге. Я могу себе это представить. Скользить по водопадам, наблюдать за дикими животными вдоль берегов, чувствовать, как ласковое течение уносит вас вперед. Точно. И мне тоже хотелось бы погрузиться в местную культуру. Понимаете? Может быть, даже разбить лагерь под звездным небом ночью. Это был бы невероятный опыт. Общайтесь с природой таким образом, вдали от отвлекающих факторов повседневной жизни. Совершенно верно. Мне кажется, это будет очень увлекательное и омолаживающее путешествие. Только я, река и отдых на свежем воздухе. Урок 6. Уничтожен. Привет, Анна. Вы заметили, как в последнее время жизнь в Британии стала тяжелее? В воздухе витает много разочарований. Да, я определенно почувствовала напряжение. В наши дни люди, похоже, больше нервничают. Это очень сложно. Из-за кризиса стоимости жизни многие из нас чувствуют себя уничтоженными. Совершенно верно. Дело не только в финансах. Пандемия, политические потрясения — все это сказывается на себе. Определенно. Иногда мне кажется, что я просто бегаю пусто. Я тоже. Нам нужно найти способы восстановить силы и справиться со всем этим стрессом. Есть идеи. Я открыт для предложений. Что ж,
Я стараюсь уделять приоритетное внимание уходу за собой, даже если это просто мелочи, такие как прогулка или чтение книги. Это хорошие замечания. Мелочи могут иметь большое значение, когда вы чувствуете усталость. Урок 7. Изучение Японии. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно ездила в Японию. Как все прошло? А, это было потрясающе. Мне довелось исследовать множество разных городов и увидеть такую уникальную культуру. Отлично. Каковы были основные моменты? Что ж, мне нравилось бродить по святыням и храмам Киото. Архитектура просто захватывала дух. Я всегда хотела посетить Киото. Чем еще ты занимался? Я также провела время в Токио, таком оживленном городе. Я пошел на рыбный рынок Цукидзи и попробовал много вкусных блюд. Ах, суши, должно быть, были просто невероятными. Вы доехали до других городов. Да, я тоже была в Хиросиме. Знакомство с историей этой страны было очень трогательным опытом. Могу себе представить. Похоже, что Япония может многое предложить как в культурном, так и в историческом плане. Урок 8. Попробуем новые продукты. А, это было здорово. Мне всегда хотелось поэкспериментировать с разными кухнями. Это круто. Какие блюда вы пробовали? Ну, наконец-то у меня получилось попробовать суши. Должен сказать, что теперь я большой фанат. Суши такие вкусные. Что вы об этом думаете? Мне понравились свежие ароматы и мастерство, с которым связано его приготовление. Это определенно стало новым фаворитом. Я рада, что вам понравилось. Суши – один из основных продуктов японской кухни. Да, а еще я попробовал корейское барбекю. Вкусы были невероятные. А корейское барбекю – это так весело. Тебе удалось самому приготовить мясо на гриле. Я так и сделала. Это был такой интерактивный и социальный ужин. Урок 9. Приключения в дорожном путешествии. Привет, Анна. Я слышала, что ты скоро планируешь поездку. Куда вы направляетесь? Привет, Джон. Да, я очень рад этому. Я планирую поехать в горы на небольшой уикенд. Звучит потрясающе. Горные пейзажи всегда захватывают дух. Сколько времени займет поездка? Что ж, если мы пойдем по шоссе, мы доберемся туда примерно за 2 часа. Это совсем не так уж плохо. Приятная живописная поездка, позволяющая отвлечься от суеты. Именно так. Я с нетерпением жду возможности расслабиться и зарядиться энергией на природе. Это идеальный рецепт для расслабляющего и омолаживающего путешествия. Надеюсь, вы прекрасно проведете время. Спасибо, Джон. Уверен, что это будет замечательно. Мне не терпится исследовать тропы и подышать свежим горным воздухом. Звучит просто чудесно. Обязательно сделайте много фотографий, чтобы поделиться ими, когда вернетесь. Урок 10. В
поисках идеального сидения. Здравствуйте, Анна. Вы нашли удобное место для нашей встречи. Доброе утро, Джон. Да, я нашла отличное место у окна. Здесь хорошее естественное освещение и много места. Как вы выбрали место? Неплохо, но, думаю, я постараюсь найти что-то более мягкое. Определенно, это огромная разница в комфорте и производительности. Я согласен, что правильное кресло действительно может повлиять на нашу продуктивность. Почему бы вам не взглянуть на то, что я нашла? У него отличная поясничная поддержка. Отлично, позвольте мне взглянуть. Да, так намного лучше. Эргономика этого кресла идеальна. Я рада, что вам понравилось. Сидячие места очень важны, особенно для длительных встреч. Стоит уделить время поиску подходящего варианта. Совершенно верно. Такие мелкие детали действительно могут испортить или прервать рабочую сессию. Я уже чувствую себя более сосредоточенной и энергичной. Отлично, тогда давайте приступим к нашей повестке дня. Думаю, что с этими удобными креслами мы готовы к продуктивной встрече. Звучит неплохо для меня. Спасибо, что помогли мне найти идеальное место. Урок 11. Улучшение нашей жизни. Здравствуйте, Анна. Вы слышали о недавней инициативе по улучшению качества жизни в нашем сообществе? Да, Джон, я очень рад этому. Местные власти прилагают все усилия для решения проблем людей. Отлично. Какие изменения они планируют внести? Что ж, они хотят сосредоточиться на создании более доступного жилья и улучшении общественного транспорта. Они также хотят инвестировать в общественные программы, способствующие социальной справедливости. Звучат как фантастические идеи. Я думаю, что доступ к достойному жилью и эффективному транспорту необходимы для хорошего качества жизни. Совершенно верно. А программы социальной справедливости могут помочь решить некоторые проблемы неравенства в нашем обществе. Определенно. Я рад, что голоса людей услышаны. Это действительно похоже на шаг в правильном направлении. Я тоже. Надеюсь, что эти изменения существенно изменят жизнь наших сограждан. То же самое и здесь. Я с нетерпением жду положительного влияния этой инициативы на наше сообщество. Урок 12. Озеленение наших городов. Привет, Анна. Я думала о том, как сделать наш город более экологичным. Что скажешь? А, это отличная идея, Джон. Я всегда ищу способы помочь окружающей среде. Что ж, я подумала, что мы могли бы начать с посадки большего количества деревьев по всему городу. Это не только поможет окружающей среде, но и украсит наши улицы. Мне нравится это предложение. Деревья не только поглощают углекислый газ, но и создают тень и делают местность намного более оживленной. Точно. Кроме того, мы могли бы побудить людей сажать сады даже в небольших помещениях, таких как балконы или патио. Да, это великолепно. Приусадебные участки помогают сократить количество отходов и обеспечить производство свежих местных продуктов. Кроме того, на них так приятно смотреть. Совершенно верно. Кроме того,
мы могли бы рассмотреть возможность установки большего количества солнечных панелей и реализации программ утилизации отходов. Все это фантастические идеи. Если мы будем работать вместе как сообщество, держу пари, мы сможем превратить наш город в реальную модель устойчивого развития. Я согласен. Если мы привлечем людей к работе и предоставим необходимые ресурсы, думаю, мы сможем добиться больших перемен. Урок 13. Потерянный дозор. Привет, Анна. Ты где-то видела мои часы? Кажется, я не могу их найти. А нет, это ужасно. Когда вы в последний раз его видели? Кажется, у меня все было этим утром, когда я ушел на работу. Должно быть, я ее куда-то потерял. Давайте вернемся к вашим шагам. Где вы сегодня были? Что ж, я пошел в офис, затем пообедал в кафе на соседней улице, а затем вернулся сюда. Хорошо, давайте начнем с офиса. Вы тщательно проверили свой стол. Да, я искал везде, но безуспешно. Я даже спросил своих коллег, видели ли они это. Хорошо, а как же кафе? Вы оставили его там на столе или на стойке? Не помню, чтобы я снимала его в кафе. Но на всякий случай я им позвоню. Урок 14. Катастрофы в кафетерии. А нет, кажется, меня ждет катастрофа в кафетерии. Что произошло? Ты пролил еду или что-то в этом роде? Я несу эту тарелку с едой, и мне кажется, что в любую секунду я ее брошу. Ура! Будьте осторожны. Держите его устойчиво и идите медленно. Пытаюсь, но руки дрожат. Я так нервничаю, что собираюсь устроить огромный бардак. Хорошо, сделайте глубокий вдох. У вас есть это. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы поставить одну ногу перед другой. Ух, я чувствую, как все смотрят на меня. Ненавижу быть в таком центре внимания. Не беспокойтесь о том, что думают другие. Просто благополучно принесите эту еду к себе на стол. Вздох, мне действительно нужно быть осторожнее в кафетерии. Со мной такое случалось слишком много раз. Урок 15. Улучшение пользовательского опыта. Привет, Анна. На днях я слышала, как ты рассказывала о некоторых новых технологических разработках. А чем все это было? Я читал о том, как разработчики постоянно работают над улучшением пользовательского опыта при использовании своих продуктов и услуг. Это интересно. Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее? Определенно. По сути, компании всегда ищут способы сделать свои предложения более удобными, интуитивно понятными и приятными для клиентов. Понимаю. Можете ли вы привести мне несколько конкретных примеров? Конечно, возьмите что-то вроде приложений для мобильного банкинга. Разработчики постоянно обновляют интерфейс и добавляют новые функции, облегчающие управление финансами в дороге. В этом есть смысл. Улучшение пользовательского опыта должно быть главным приоритетом. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы предвосхищать потребности клиентов и упрощать их жизнь.
Это очень умно. Это показывает, что компании действительно ориентированы на конечного пользователя. Урок 16. Проблемы с поездками на работу. Привет, Анна. Какое у меня было утро? В автобусе было так многолюдно, что я едва могла дышать. А нет, звучит ужасно. Мне так жаль это слышать. Что произошло? Что ж, автобус был забит, и чья-то сумка продолжала бить меня по лицу. Это было как раз одно из тех утра, понимаете? Ух, ненавижу, когда такое случается. Общественный транспорт иногда может быть настоящим кошмаром. Расскажите мне об этом. А потом, в довершение всего, автобус застрял в пробке на 20 минут. Я так опоздал в офис. Это самое худшее. Я бы испугалась. Как отреагировал ваш босс? Честно говоря, они отнеслись с пониманием. Я объяснил, что произошло, и они сказали, что они просто рады, что я благополучно добрался, даже если я опоздал. По крайней мере, это хорошо. Я уверен, что это неприятно, но, по крайней мере, ваш начальник не смутил вас по этому поводу. Да, думаю, могло быть и хуже. Урок 17. Советы по медитации. Привет, Анна. На днях я разговаривал со своей подругой, и она рассказывала мне все о медитации. Хорошо, медитация может быть отличной практикой. Что об этом сказала твоя подруга? Что ж, она сказала, что это очень помогает справиться со стрессом и улучшить концентрацию внимания. Но она также предупредила, что к этому нужно привыкнуть. В этом есть смысл. Медитация — это навык, развитие которого требует времени и последовательности. Каков ваш опыт в этой области на данный момент? Честно говоря, я еще не пробовал. Но совет твоей подруги заставляет меня попробовать. Это круто, я рад слышать, что вы заинтересованы в медитации. У вас есть вопросы о том, с чего начать? На самом деле, несколько. Мой друг рассказал кое-что о том, что нужно знать свои ограничения. Что она имела в виду? Хороший вопрос. При медитации важно начинать с малого и не пытаться сделать слишком много слишком рано. Возможно, начните с 5-10 минут за сеанс. Понимаю, в этом есть смысл. Занимайтесь этим постепенно, вместо того, чтобы сразу же медитировать в течение часа. Урок 18. Поиск произведений искусства. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя, есть ли у тебя рекомендации, где найти классные настенные рисунки? Это отличный вопрос. На самом деле я сам искал новые принты. Какую атмосферу вы хотите создать? Что ж, я хочу немного освежить свою гостиную. Я хочу что-то современное, но в то же время индивидуальное, понимаете? Определенно, в этом есть смысл. Вы посещали какие-нибудь местные художественные ярмарки или галереи? Обычно у них очень эклектичный выбор. Знаете, это отличная идея. Я давно не бывал ни на каких художественных мероприятиях. Какие фавориты вы бы порекомендовали? В следующем месяце в общественном центре состоится действительно крутая игра. Здесь всегда есть отличное сочетание местных художников и произведений.
Звучит отлично. Мне придется отметить это в своем календаре. А пока есть ли у вас какие-либо интернет-магазины, которые вы бы посоветовали? Дай мне подумать. ETS всегда подходит для уникальных принтов ручной работы. А у SRSRT6 есть масса действительно крутых и доступных вариантов. ETS и SRSRT6 поняли. Мне нужно будет их проверить. Спасибо за советы. Урок 19. Помощники по спискам дел. Привет, Анна. Ты уже начала составлять еженедельный список дел? Нет, пока нет. Но обычно мне бывает полезно его приготовить. Ты тоже пользуешься списком дел? Да, определенно. Это помогает мне оставаться организованным и ничего не забывать. То же самое и здесь. Мне нравится классифицировать свои задачи по приоритету и сроку выполнения. Отличная идея. Я просто записываю все в один длинный список, но его систематизация, вероятно, повысит эффективность. Именно так. Длинный неструктурированный список легко перегрузить. Разбив его на части, вы сделаете его более управляемым. Используете ли вы физический ноутбук или приложение для составления списка дел? Я предпочитаю использовать приложение. Его легче обновлять и получать к нему доступ, где бы вы ни находились. Отлично. Какое приложение вы используете? Я собирался попробовать цифровой список дел. Урок 20. Изучение Великих озер. Привет, Анна. Вы знали, что в южной части Онтарио есть 4 самых больших озера в мире? В самом деле, я и не подозревал, что Великие озера такие огромные. Какие из них расположены в Онтарио? 4 самых больших из них – озеро Верхнее, озеро Гурон, озеро Эри и озеро Онтарио. Их называют Великими озерами. Ух ты! Это невероятно! Я уже бывал на озере Онтарио, но не знал всех масштабов системы Великих озер. Да, это действительно впечатляет. В совокупности Великие озера содержат около 21% мировых запасов поверхностной пресной воды. Невероятно! Я и не подозревал, что это такой важный мировой ресурс пресной воды. Совершенно верно. Они невероятно важны как с экологической, так и с экономической точки зрения для окружающих регионов. В этом есть смысл. Бьюсь об заклад, в районе Великих озер сосредоточено множество развлечений, судоходства и промышленности. Определенно. Они поддерживают широкий спектр видов деятельности, от рыбалки и катания на лодках до транспорта и производства. Урок 21. Защита исчезающих видов. Привет, Анна. Вы видели новости о сокращении популяции некоторых животных? Да, это очень беспокоит. В наши дни очень многие виды находятся под угрозой исчезновения. Совершенно верно. Нам нужно активнее подходить к природоохранным мероприятиям. Я согласен. Сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для здоровья наших экосистем. Определенно. Одна из самых больших угроз – незаконная торговля дикими животными. Это правда. Люди,
Покупающие продукты, изготовленные из животных, находящихся под угрозой исчезновения, представляют собой Именно серьезную так. проблему. Отказавшись покупать эти товары, мы можем помочь остановить спрос. Именно так. Потребителям важно знать о влиянии своих покупок. Определенно. Каждый человек может изменить мир к лучшему, будучи сознательным потребителем. Урок 22. Регулировка температуры. Привет, Анна. Я заметила, что здесь становится немного теплее. Не могли бы вы помочь мне настроить термостат? Конечно, без проблем. На какую температуру вы хотите, чтобы я ее установил? Давайте перейдем к 22 градусам по Цельсию. Это должно быть удобно. Хорошо, дайте мне минутку. Там настраивает термостат, я установил его на 22 градуса. Отлично, спасибо Анне. Это должно хорошо охладить обстановку. Не беспокойтесь. Важно поддерживать комфортную температуру, особенно в теплые дни. Совершенно верно. Я рад, что мы можем контролировать климат здесь. Это очень важно. Определенно. Такой контроль над окружающей средой очень удобен. Согласовано. Это одна из современных предметов роскоши, которую мы часто воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Урок 23. Изучение развивающихся рынков. Привет, Анна. Я читала о некоторых интересных событиях в деловом мире. А, правда. Что привлекло твое внимание? Есть сегмент развивающегося рынка, который демонстрирует большой потенциал роста. Это очень интересно. О каком рынке вы говорите? Судя по тому, что я видел, в секторе развивающихся рынков, похоже, есть много неиспользованных возможностей. Интересно. Почему вы считаете, что этот рынок настолько многообещающий? Что ж, проанализированные мной данные указывают на высокий потребительский спрос и возможности для расширения. Приятно это слышать. Всегда приятно выявлять новые области роста. Определенно. Меня действительно заинтриговали возможности этого сегмента развивающихся рынков. Урок 24. Удобная коробка. Привет, Анна. Вы слышали о новой услуге, которая предоставляет гостям ящик для хранения ценных вещей? Нет, я об этом не слышала. Что это такое? Это очень удобный сервис, где вы можете арендовать небольшой сейф, чтобы хранить свои вещи в безопасности во время проживания в отеле или на время отпуска. А, звучит великолепно. Есть ли другие функции или преимущества этой услуги? Что ж, ящики удобно расположены прямо в комнате, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой ценные вещи. К тому же они довольно доступны по цене. Это просто фантастика. Это должно дать гостям полное спокойствие, зная, что их важные вещи в безопасности. Совершенно верно. Во время поездки вы будете на один раз меньше беспокоиться. Возникали ли у вас проблемы с потерей или потерей вещей во время путешествия? Да, к сожалению. Однажды я оставил свой кошелек в такси,
и мне пришлось аннулировать все свои карты. Эта услуга была бы очень полезна. Могу себе представить. Что ж, я определенно собираюсь использовать одну из этих коробок в следующий раз, когда буду путешествовать. Кажется, это умное и простое решение. Урок 25. Возвышение Пулитцеровской и Херстовской. Привет, Анна. Вы знали о влиятельных издателях Джозефе Пулитцере и Уильяме Рэндольфе Херсте? Нет, я мало что о них знаю. Кем они были и чем занимались? Пулитцер и Херст были пионерами нового стиля журналистики и издательского дела в конце 1800-х годов. Они изменили газетную индустрию. Это потрясающе. Каковы были некоторые из их ключевых вкладов? Что ж, Пулитцер купил газету «Нью-Йорк Ворд» и использовал сенсационные истории и привлекательные заголовки для привлечения читателей. Такой подход «желтой журналистики» оказался очень эффективным. Понимаю. А как же Херст? Херст использовал аналогичный подход в своей газете «Нью-Йорк Журналь». Он вел жесткую конкуренцию Пулитцеровской премии, пытаясь превзойти сенсационные репортажи друг друга. Ух ты! Значит, в то время они действительно создавали новую эру издательского дела и журналистики. Это, должно быть, оказало большое влияние. Совершенно верно. Их тактика помогла сделать газеты более доступными и интересными для широкой публики. Это был серьезный отход от устаревших элитных газет прошлого. Урок 26. Взлет Пилетта и фондовой биржи Торонто. Привет, Анна. Знаете ли вы, что первая официальная биржевая брокерская фирма в Северной Америке была основана в 1866 году? Нет, я этого не знала. Где находилась первая брокерская фирма? Он был основан в Торонто, Канада, человеком по имени Джеймс Пеллет. Он основал брокерскую фирму Пеллет Сенер. Интересно. Какую роль сыграла фирма Пилетта в развитии финансовых рынков? Что ж, компания Пеллет Сенер стала неотъемлемой частью растущей фондовой биржи Торонто. Они помогли разработать многие из первых торговых практик и правил. Понимаю. Таким образом, фирма Пилетта сыграла важную роль в формировании канадского фондового рынка в те первые дни. Именно так. Пеллет и его брокерская фирма сыграли решающую роль в становлении фондовой биржи Торонто как крупного финансового центра. Это действительно увлекательно. Тогда я и не подозревал, что в Торонто произошло такое важное финансовое новшество. Да, эту часть финансовой истории часто упускают из виду. Но биржа Торонто и фирма Пилетта сыграли большую роль в развитии фондового рынка. Урок 27. Трагический упадок дикой природы. Привет, Анна. Знаете ли вы, что многие виды животных по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами своему выживанию? Нет, я об этом не знала. С какими угрозами сталкиваются эти животные? Что ж, во многом это связано с потерей среды обитания и браконьерством. Многих видов, которые когда-то были в изобилии, сейчас становится все меньше. Это очень беспокоит. Какие животные пострадали больше всего? К числу наиболее пострадавших видов относятся носороги, слоны, тигры и гориллы.
За последние несколько десятилетий их популяции резко сократились. Это просто душераздирающе. Это такие невероятные и культовые животные. Почему их численность так резко сократилась? В основном это связано с вырубкой лесов, урбанизацией, незаконной охотой и браконьерством. Поскольку люди вторгаются в естественную среду обитания, эти животные борются за выживание. Это просто ужасно. Нам нужно приложить больше усилий для защиты этих исчезающих видов, пока не стало слишком поздно. Совершенно верно. Работы по сохранению природы продолжаются, но это нелегкая битва. Многие из этих животных находятся на грани исчезновения. Урок 28. Рыбалка в тихом лесу. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ловила рыбу в лесу? Нет, не могу сказать, что да. Каково это? Это такой спокойный и безмятежный опыт. В лесу тихо и окружено природой. Звучит прекрасно. Какова рыбалка в такой обстановке? Это просто фантастика. В реках и ручьях обычно меньше людей, чем в популярных местах для рыбалки вблизи городов. Наверное, очень приятно иметь воду в одиночестве. Рыбалка хороша. Абсолютно. Здесь можно найти все виды форели и другую пресноводную рыбу. Это действительно расслабляющий способ провести день. Звучит так идиллически. Могу себе представить, что было бы очень приятно просто посидеть у воды посреди леса. Определенно. Ничего не отвлекает, не шумит, только вы, звуки природы и острые ощущения от ловли рыбы. Урок 29. Творческий гений трудолюбия. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Томас Эдисон, знаменитый изобретатель, однажды сказал, что его успех стал результатом многочасовой тяжелой работы? Правда. Я этого не знал. Интересно слышать, что даже такой творческий гений, как Эдисон, объяснял свои достижения исключительно тяжелым трудом. Точно. Он считал, что вдохновение и творчество — это лишь малая часть уравнения. Главное — это долгие часы и преданность делу. Это хороший урок для всех нас. Слишком часто мы думаем, что успех — это вспышка блестящего результата, в то время как на самом деле он обычно является результатом постоянных усилий, предпринимаемых с течением времени. Совершенно верно. Известно, что Эдисон работал в своей лаборатории по 18 часов в день, экспериментировал и экспериментировал, пока не добился желаемых результатов. Он не просто сидел и ждал новых идей. Это говорит о том, что даже Думаю, самые многим было творческие бы умы полезно должны перенять усердно такой работать. образ мышления. Талант и Не дальновидность просто ждите важны, вдохновения, но они должны выйдите на подкрепляться улицу и потратьте решимостью. время и силы. Именно так. История Эдисона — прекрасное напоминание о том, что успех — дело непростое, но его можно достичь благодаря упорному труду. Это вдохновляющий пример для подражания. Не могу не согласиться с этим. Если даже такому провидцу, как Эдисон, пришлось приложить все усилия, то остальные, конечно, не могут рассчитывать на то, что успех не заставит себя ждать. Урок 30. Ритмы джаза. Привет, Анна. Знаете ли вы, что джазовая музыка уходит своими корнями в афроамериканскую музыку, на которую повлияли ритмы Западной Африки? В самом деле,
Я и не подозревал, что жанр имеет такие глубокие культурные связи. Это увлекательно. Да, синкопированные ритмы и импровизационный стиль джаза во многом зависят от музыкальных традиций разных африканских регионов. В этом есть большой смысл. У джаза такое отчетливое, энергичное звучание. Приятно узнать о культурных истоках, повлиявших на его развитие. Определенно. Паттерны вызова и ответа, полиритмы, многие из этих основных элементов джаза восходят к музыкальным практикам Западной Африки. Удивительно, как музыка может служить культурным мостом, сохраняя и развивая традиции из одной части мира в другую. Совершенно верно. Джаз стал для афроамериканцев способом выразить свою уникальную культурную самобытность и наследие, даже когда они адаптировались к жизни в Соединенных Штатах. Это действительно проницательный взгляд на это. В джазе речь шла не только о самой музыке, но и о поддержании глубоких культурных связей. Именно так. Ритмы, импровизация, проникновенное выражение лица — все это способствовало сохранению африканского наследия даже в новом контексте. Урок 31. Путешествие в Лондон. Привет, Анна. Ты сегодня куда-то идешь? На самом деле, да. Я отправляюсь в Лондон, чтобы быстро отправиться в путешествие. Лондон, да. Звучит захватывающе. Что привело тебя туда? Просто небольшое личное дело, о котором мне нужно позаботиться. Ничего особенно гламурного, но я с нетерпением жду смены обстановки. Отлично. Как долго вы пробудете в Лондоне? Всего пару дней. У меня будет несколько встреч, а потом я вернусь домой. Приятно, приятно. Планируете ли вы осмотреть достопримечательности, пока будете там? Определенно. Я хочу попробовать посетить Британский музей, если смогу. И, возможно, прогуляйтесь по гайд-парку. Хороший выбор. В Британском музее есть потрясающая коллекция. А Гайд-парк — это прекрасное тихое место в центре города. Урок 32. Сохранение воспоминаний предков. Привет, Анна. Я слышала, что ты работаешь над сохранением воспоминаний о предках своей семьи. Звучит очень интересно. Да, все верно. Это то, чем я очень увлекаюсь в последнее время. Я хочу убедиться, что история и традиции нашей семьи не потеряны. Это такая замечательная цель. Сохранение культуры очень важно, особенно в современном быстро меняющемся мире. Совершенно верно. Мне кажется, что мы рискуем потерять связь со своими корнями, если не будем активно документировать и передавать эти истории и ритуалы. Определенно. Что вы делали, чтобы запечатлеть воспоминания о предках своей семьи? Что ж, я проводил интервью с бабушкой и дедушкой, пытаясь записать как можно больше их рассказов из первых уст. И я просматривал старые семейные фотографии и артефакты, чтобы собрать воедино нашу историю. Это действительно замечательный подход. Устные истории и физические воспоминания — это мощные способы сохранить это культурное наследие. Именно так.
Я хочу, чтобы мои будущие поколения имели реальную связь с тем, откуда мы родом. Не просто абстрактные факты, а реальные личные истории и значимые вещи. Думаю, это просто замечательно. Такие традиции и воспоминания со временем легко теряются, поэтому инициатива по их документированию действительно ценна. Урок 33. Наслаждение сезонными фруктами. Привет, Анна. Ты сейчас наслаждаешься всеми сезонными свежими фруктами. Определенно. Это время года. Мое любимое время года для фруктов. В последнее время я побалую себя большим количеством клубники. Ах да, сезон клубники самый лучший. Ничто не сравнится с этим сладким и сочным вкусом. Я знаю. Я стараюсь есть как можно больше, пока они на пике. Просто они намного вкуснее, чем те, которые можно купить круглый год. Совершенно верно. Употребление фруктов в разгар сезона– это настоящее удовольствие. Ароматы намного ярче и насыщеннее. Именно так. Мне нравится, как в разное время года появляются разные фрукты. Это заставляет меня с нетерпением ждать, что будет дальше. Определенно. Это отличный способ оставаться на связи с ритмами природы и сменой времен года. Определенно. И так приятно по-настоящему насладиться самыми свежими и обильными фруктами на данный момент. Я согласен. Вместо того, чтобы есть одни и те же фрукты круглый год, гораздо интереснее наслаждаться сезонными блюдами. Урок 34. Мечты об автомобилях. Привет, Анна. Будь у меня $1 000 000, я бы точно купила себе элегантный мустанг. Правда. Я сама больше похожа на девчонку типа Pontiac Sunbird. Стиль ретро очень привлекателен. Нектарница. Да, это смелый выбор. Но я вижу очарование в этом классическом образе. Абсолютно. Кроме того, это было бы гораздо практичнее для ежедневных поездок на работу. Мустанг может показаться немного броским, вам не кажется? Вы правильно заметили. Возможно, мне стоит пересмотреть свое решение и выбрать что-то более сдержанное. Разнообразие — это изюминка жизни. Каждый из нас может иметь машины своей мечты и ездить на них по очереди. Мне нравится, как ты думаешь. Мы могли бы однажды отправиться в путешествие на вашем Санберт, а на следующий день пересесть на мой Мустанг. Теперь вы говорите. Этот план обещает стать идеальным. Нам придется начать копить эти миллионы. Ха-ха, вы все правильно поняли. Но стильный круиз по городу того стоит. Урок 35. Развлечения и игры. Привет, Анна. Вы слышали о новой игровой комнате, которая только что открылась в центре города? Ах да, я как раз собирался посетить это место. Обожаю хорошую игру в пинбол. То же самое и здесь. А еще у них есть все новейшие видеоигры. Нам стоит как-нибудь пойти вместе. Определенно. Я всегда готов к дружеским соревнованиям. Возможно, после этого мы сможем даже поплавать в бассейне отеля. Звучит отлично. Немного игр, немного плавания, идеальный день для отдыха.
Абсолютно. Мы можем разжечь аппетит, играя во все эти игры, а затем освежиться в бассейне. Похоже на план. Я уже с нетерпением жду этого. Это будет круто. Я тоже. Мы так весело проведем время. Мне не терпится увидеть, кто станет чемпионом по пинболу. А, оно включено. Приготовьтесь удивляться моим навыкам. Урок 36. Изучение религий. Привет, Анна. Вы знали, что в двух основных религиях мира есть один главный бог? Это интересно. О каких религиях вы говорите? Что ж, есть иудаизм, в основе которого лежит поклонение Яхве. А еще есть ислам, в котором основное внимание уделяется единому Богу, Аллаху. Ах, понятно. Это довольно интересная параллель между этими двумя древними системами верований. Определенно. Удивительно, как разные культуры могут независимо друг от друга прийти к схожим теологическим концепциям. Совершенно верно. Это просто говорит о всеобщей потребности человека в поиске смысла и божественного. Полностью согласен. Религия играла такую важную роль в формировании цивилизаций на протяжении всей истории. Определенно. Всегда полезно узнавать о сходствах и различиях между великими мировыми конфессиями. Согласовано. Изучая эти духовные традиции, мы можем многому научиться. Урок 37. Планирование отпуска. Привет, Анна. Ты уже начала планировать нашу предстоящую поездку? Готов поспорить. Не могу дождаться, когда смогу ненадолго уйти. Это будет идеальный отдых. Потрясающе! Как вы думаете, что мы должны обязательно упаковать? Что ж, давайте посмотрим. Удобная одежда, купальники, солнцезащитный крем и, конечно же, наши камеры позволят запечатлеть все воспоминания. Отличный звонок. Не могу забыть самое необходимое. И, может быть, несколько книг для чтения у бассейна. Совершенно верно. Для таких расслабляющих моментов мне нужен небольшой материал для чтения. Определенно. Это будет такой освежающий отдых от повседневной суеты. Знаю, верно. Это именно то, что нам нужно, чтобы зарядиться энергией и вернуться отдохнувшими. Вы это сказали. Я очень жду этого. Эта поездка будет потрясающей. Урок 38. Вечерние планы. Привет, Анна. У тебя есть большие планы на вечер? Ну, я подумывал пойти в тренажерный зал на тренировку. Как насчет тебя? Тренажерный зал, да. Это продуктивный способ провести вечер. Абсолютно. Нужно поддерживать это тело в форме. А как же ты? Какие интересные планы? Честно говоря, я просто собирался отдохнуть дома. Возможно, займитесь чтением. Читайте, да. Похоже, это хороший и спокойный способ расслабиться. Да, иногда лучше просто расслабиться, понимаете? Перезарядите батареи.
Я это слышу. Нам всем время от времени нужны моменты спокойствия и уединения. Определенно. Но привет, если вы не против компании, я мог бы пойти в тренажерный зал. Урок 39. Планы путешествий. Привет, Анна. Вы слышали, что нам нужно предъявить билеты на посадки перед посадкой в самолет? А, правда. Я этого не знал. Надеюсь, над головой хватит места для всего нашего багажа. Я тоже. Я собрал довольно много вещей для поездки. То же самое и здесь. Нам просто нужно убедиться, что все подходят. Определенно. Мне не терпится увидеть достопримечательности, как только мы приедем. Вы уже осмотрели какие-нибудь достопримечательности, которые стоит посетить? Да, я составил список лучших мест, которые нам стоит посетить. Здесь есть художественный музей, исторический собор и прекрасный парк, который я хочу посетить. Потрясающе. Похоже, отличный маршрут. Мне не терпится познакомиться с местной культурой. Я тоже. Эта поездка будет очень веселой. Совершенно верно. Я рада, что мы делаем это вместе. Урок 40. Онлайн-курсы. Здравствуйте, Анна. Вы посещали какие-либо онлайн-курсы в последнее время? Да, я только что записался в несколько. Мне нравится, насколько они доступны и удобны. Я тоже. Кроме того, обучение доступно по сравнению с традиционными классами. Определенно. Курсы, которые я читаю, охватывают широкий спектр тем, от программирования до творческого письма. Отлично. Я прохожу курс экономики, который был очень информативным. Приятно. Онлайн-обучение — отличный способ расширить наши навыки и знания. Я согласен. Для меня это изменило правила игры. Совершенно верно. Мне очень нравится гибкость и индивидуальный подход к обучению. То же самое и здесь. Это будущее образования.